Добрый день, дорогие автомобилисты, меня зовут Олег Зыбин, я руководитель оптового отдела компании «Автопилот». В сегодняшнем видеообзоре к нам приехал автомобиль Ford Mondeo, 4-е поколение, рестайлинг. Он выпускался с 2006 года по 2014 года. В 2010 году произошел рестайлинг, собственно, такой автомобиль к нам и приехал. В сегодняшнем видеообзоре мы вам покажем эксплуатацию наших авточехлов после 6 лет. На этом автомобиле стояли. Мы установим новый комплект авточехлов, покажем и расскажем некоторые нюансы. По данному автомобилю хочется сказать, что бывает 7 комплектаций, но мы обращаем внимание только на одну. В данном случае у нас приехала комплектация Titanium. Наш клиент купил автомобиль в салоне, поэтому он знает, как эта комплектация называется. Один из самых популярных запросов у нас на Ford Mondeo: какая у меня комплектация. В данном случае мы рекомендуем присылать фотографии передних кресел. Задний диван не отличаются совершенно одинаково, а вот передние кресла у Titanium более ярко выраженные боковые поддержки. Если приобрести комплект от обычной комплектации на Titanium, он не налезет, он будет немного мал, скажем так, в боковых поддержках. Если наоборот приобрести чехлы от комплектации Titanium на обычную комплектацию, скажем, Trend, то тогда данные спинки передние будут висеть. Поэтому, если вы не знаете, как отличить, присылайте фотографии, менеджеры вам помогут в этом разобраться. Сегодня к нам приехал седан D-класса. Еще выпускались тип кузова лифтбэк и универсал. Чехлы абсолютно на все автомобили подходят, вне зависимости от типа кузова. Также чехлы подходят на комбинированные салоны с натуральной кожей и на кожаный салон. Сейчас мы вам продемонстрируем, как выглядят авточехлы после 6 лет эксплуатации. Обратите внимание, задний диван совершенно такой же остался. По передним креслам немного потрескалась кожа. Устанавливать мы будем авточехлы из эко-кожи. Точно такой же цвет, белые тыльная часть и боковые поддержки в белом цвете, и серединка черная. Единственное, поменялся дизайн ромб. По краям у нас в данном цветовом решении идет кант по контуру передних сидений, чтобы подчеркнуть сиденья передние. Чехлы выполнены из матовой эко-кожи. Это гладкий, прочный, экологически чистый материал, который не вызывает аллергической реакции. В данном случае у нас пассажирская спинка. Отличие от водительской по значку Airbag. Мы проводили испытания. Наши чехлы не препятствуют срабатыванию подушек безопасности. Есть соответствующий сертификат. Хотим обратить внимание, что все отверстия уже проделаны в чехлах. Также мы делаем дополнительное отверстие под регулировку сбоку. Сзади у нас в чехлах идут карманы. На чехлах также можно посмотреть, когда данный комплект был изготовлен, в каком цехе шился. По комплектации у нас передние спинки в комплекте, передние сиденья. Здесь уже показано, как должно быть завязано. Мы делать будем все по аналогии. Крючки уже стоят на местах. Они имеют резинки с определенной длиной для того, чтобы под сиденье удобно все было заправить. 5 подголовников в комплекте. Обращаю внимание, что также по ним идет кант. Все чехлы у нас сделаны аккуратно, оверлочены. Передние крепятся на липучке. Задние имеют своеобразную Г-образную форму. Чехлы выполнены точно так же. На передний подлокотник чехла нет, так как он сделан из резинопластика, то есть на него мы чехол не изготавливаем. На задний подлокотник также идет чехол, одевается. Задняя спинка и сиденье у нас раскладывается в пропорции 60/40, то есть вот большая часть со всеми отверстиями под откидывание. Сзади сделана удобная юбка, которую можно отсоединить, и при одевании липучка должна сойтись. Под подлокотник у нас выполнено вот такое решение, то есть сделано она на молнии и на липучке. Если нужен подлокотник, достаем чехол, если не нужен, мы его убираем, заправляем. Задняя спинка малая, и сиденье оно также раскладывается на две части. Одна часть большая, 60, тоже показано, как должно быть завязано, и маленькая часть, так называемая 40. Чехлы у нас продаются вот в таком чемодане. Вес комплекта где-то 4,32 килограмма, объем 0,037, размер упаковки 70 на 55 на 15 сантиметров. При установке авточехлов мы снимаем передние кресла для того, чтобы удобнее было установить чехлы и более качественно их поставить. Сейчас у нас будет производиться демонтаж старых чехлов, и после этого мы начнем установку уже нового комплекта.
Начинаем установку мы с передних кресел. Первое, что нужно сделать, это примерить сиденье, для того, чтобы убедиться, что чехлы точно подходят. Шнурки мы протягиваем между спинкой и сиденьем. В данном случае у нас будет происходить подшив передних кресел, для того, чтобы чехлы придали анатомию самого кресла, так как здесь ярко выраженные боковые поддержки. Подшиваем мы примерно через 3-3,5 сантиметра делаем шаг. Меньше делать шаг смысла нет. Если делать больше, то, возможно, не будет этого эффекта уже. Поэтому обратите внимание вот на этот шаг. Некоторые установщики делают стяжки только в нескольких местах. Например, в основании, в середине и в конце. То есть мы считаем это неправильно, то есть подшивать нужно более чаще. Для подшития нам понадобится специальная иголка и нить. После подшития мы примеряем чехол на сиденье. Между спинкой и сиденьем просовываем шнурок, который идет у нас по контуру. С помощью линейки, чтобы не повредить пластик, мы все детали, всю фурнитуру и чехол продеваем. Чехол у нас должен принять форму сиденья. Далее мы можем закрепить резинки с крючками в удобные места. Здесь нужно сделать эффект максимального натяжения. И заключительной частью у нас идет натяжение шнурка. Хотим обратить внимание, дополнительные крепления у нас сделаны с тыльной стороны только для автомобилей Ford, потому что это своеобразная конфигурация сидений, это решение нашего модельера-конструктора. Мы продеваем через них обязательно и обязательно фиксируем через лицевую часть. После того, как мы все установили, мы приступаем к спинке. Отличительной чертой спинки является наличие значка Airbag. Под подголовники у нас отверстия уже проделаны. Для того, чтобы удобнее было установить, мы выворачиваем чехол наизнанку и потихонечку, как будто примеряя чехол на спинку, мы его одеваем. С помощью линейки мы путем шиномонтажа продеваем отверстие под подголовники. Далее натягиваем чехол на боковые поддержки, просовываем отверстие под регулировку спинки путем шиномонтажа. Если услышали характерный разрыв, не надо бояться, это сделано специально. Лекало чуть на минус и отверстие для того, чтобы создавался эффект перетяжки салона. Нужно аккуратно все заправить под пластик. Между спинкой и сиденьем мы продеваем липучку. После этого вот самое главное преимущество снятия сиденья, то есть чехлы можно ставить и не снимая сиденье, но здесь у вас будет максимально все удобно при снятии. Здесь самый главный момент, чтобы липучка у нас сошлась сантиметр в сантиметр, для того, чтобы создать вот эффект перетяжки. После того, как мы скрепили липучку, заправляем юбку, также под сиденье специальные крючки с резинками. Лишние, если какие-то шнурки у нас остались, мы можем обрезать, да, чтобы они нам не мешали. Таким образом у нас водительское кресло готово, останется одеть только подголовник. Обратите внимание, мы максимально натянули спинку, появляется небольшой зазор. Бояться этого не нужно. Это вот эффект, чтобы барабана не было на спинке. Пройдет немного времени, и здесь немного ослабнет спинка, потому что кожа имеет свойство тянуться. И также будет эффект перетяжки салона, то есть здесь все будет выглядеть четко. Подголовник мы одеваем путем натяжения. Одевается он достаточно плотно. Расправляем все части. Здесь у нас двойное крепление. Мы делаем завязку резинок между собой. Лишние части мы можем обрезать, чтобы они у нас не мешались. И закрепляем липучку. Расправляем все, и подголовник у нас готов. При демонтаже авточехлов мы обнаруживаем абсолютно чистое кресло, которое, можно сказать, практически не эксплуатировалось. Сюда мы будем устанавливать чехлы по аналогии с пассажирским креслом. Все то же самое. Начинаем с сиденья, далее спинка и завершаем подголовником. При демонтаже передних кресел мы снимаем 4 болта. Обязательно снимаем фишку, здесь ключ у нас на 7 идет. Задний диван мы также демонтируем. Головка на 7, откручивается под коленями. В Mondeo очень удобно все сделано. Спинка откидывается
пропорционально. Можно чехлы поставить по месту. Таким образом мы снимаем задний диван. Спинки мы снимать не будем. Будем их ставить по месту. Они откидываются и все ставится достаточно удобно. Заднюю спинку мы начинаем с установки подлокотника. Он простой формы. Одеваем путем натяжения. Просовываем липучку. И липучка у нас стягивается между собой. Обратите внимание на пластик, который идет под откидывание. Он очень хрупкий. Задняя малая спинка также у нас одевается по аналогу с передними креслами. Продеваем отверстия под подголовники и под фишку. Рекомендуем пользоваться линейкой для того, чтобы не повредить фишку. Обратите внимание на значок Isofix, то есть если у вас сзади стоят детские кресла, чехлы препятствовать установке кресла не будут. Максимально все примеряем, закрепляем липучки. Липучки у нас должны сойтись и заправляем боковые части. Спинка готова. Обратите внимание, у нас решение под центральный ремень безопасности. У нас сделана распашонка, то есть ничего откручивать не нужно. Продеваем отверстие под подголовники, под боковую фишку откидывания спинки и заправляем чехол под ремень безопасности, под фишку. По аналогии с малой спинкой мы все просовываем под низ. Обратите внимание, все должно быть максимально натянуто и липучки должны сойтись. Все, спинка у нас готова. Фиксируем ее и приступаем к установке сидения. Если подлокотник нужен, мы его достаем и таким образом тоже закрепляем под молнию центральную часть. Задние подголовники у нас Г-образной формы. Чехлы сделаны также по аналогии. Здесь у нас крепление одно, они скрепляются на липучке. За счет формы они будут держаться. То есть натягиваем и одеваем их как шапки. И после этого липучки скрепляем между собой. Установка заднего большого дивана. Мы развязываем шнурок, примеряем чехол на сиденье, заправляем юбку к основаниям. И после этого мы переворачиваем диван, вытаскиваем шнурок, продеваем его под крепление. Для того, чтобы качественно установить диван, мы его снимаем, а для того, чтобы части вот эти вот были заправлены именно вот так. Потому что если их не снять, мы их не заправим. Тогда натяжение будет не такое качественное. Шнурок натягиваем максимально сильно, продеваем его в специальные язычки, которые идут у нас под шнурок. И завязываем в середине. Перед этим его нужно качественно протянуть по всему контуру сидения. Также дополнительно у нас сделан крючок с резинкой. Между собой мы его стягиваем. И таким образом у нас задняя боковая часть готова. Задний малый диван ставится аналогичным образом. Уже показано, как шнурок должен быть завязан. Мы его развязываем, примеряем на сиденье, все расправляем. Продеваем резинки под крепление, примеряем его и максимально стягиваем шнурок по контуру, дополнительно все поправляем. После того, как стянули шнурок у тыльной части, мы его между собой связываем со шнурком, который у нас идет с резинкой, и продеваем под специальный хлястик, так называемый язычок, под шнурок. После того, как мы поставили чехлы все на свои места, мы закрепляем салон на место. Задний большой диван у нас крепится на двух болтах. И по аналогии у нас два болта идет на маленькое сиденье. Устанавливаем пластиковые защелки на свои места. Очень длинные штыри на задних подголовниках, поэтому обратите внимание, да, спинку лучше откинуть и после этого установить подголовник. При установке обратно кресла не забываем установить фишку. Она у нас закручивается головкой на 7. Далее мы вставляем в штыри само кресло и закручиваем 4 болта по периметру. По аналогии мы устанавливаем также водительское кресло. Дополнительно мы ставим подушки под шею под цвет чехлов. Они у нас идут на переднее сиденье. И на заднее сиденье у нас такая декоративная подушка. Называется она модель номер 1.
Также она идет у нас в салон под цвет авточехлов. Крепится на резинке, и таким образом это выглядит. Дорогие автолюбители, на этом у нас установка авточехлов окончена. Приезжайте в наш установочный центр на улицу Чагинская, дом 4, строение 2. Заказ авточехлов вы можете оформить на нашем сайте автопилот1.ру. Для наших оптовых партнеров есть специально созданная база автопилот-base.ru. Также открыт наш магазин на Каширском шоссе в автомобильном торговом центре Москва. Если вам понравилось данное видео, ставьте лайк, подписка, колокольчик. Пишите в комментариях, какие еще хотели бы видеть обзоры на нашем YouTube канале. Делаем с любовью, продаем с гордостью. Компания Автопилот.